холодное зимнее утро, когда легкий снег плавно падал с серых облаков, Алекс Харт, юноша из маленького городка, вышел на улицу, намереваясь насладиться свежим воздухом. Зима в этом году оказалась особенно суровой. Мороз пронизывал каждую частицу его одежды, а дыхание образовывало облачка пара в воздухе, словно невидимые замки из холода. Он решил провести утро у своего любимого озера. Места, где проводил множество счастливых мгновений с друзьями в теплые дни. Но когда он подошел ближе, его внимание привлекло нечто совершенно необычное. На льду, покрытом тонким слоем снега, он заметил дрожащую собаку. Алекс почувствовал внезапный прилив тревоги. Собака, похоже, испытывала ужас и отчаяние, пытаясь выбраться из ледяного озера. Каждый ее шаг скользил по поверхности льда, не позволяя ей уйти от страха, который охватил ее. Ее глаза, полные паники, искали помощи. С каждой секундой, что он задерживался, холодные щупальца парализовали его сердце. Он не мог остаться безучастным. Алекс заставил себя подойти ближе и увидел, что собака цепляется за лед, ее лапы скользят, не найдя твердой опоры. Опустив голову, он резко осознал, что не может оставить ее наедине с этой ужасной судьбой. Ощущение беспомощности замучило его. Сняв верхнюю одежду, он собрал все свои силы и, стиснув зубы, снова ринулся в ледяные воды. Его единственным желанием было спасти ее. Когда он добрался до нее, собака подняла голову и завизжала, отчаянно тянувшись к нему лапами. В тот момент он заметил, что одна ее лапа была зацеплена за какой-то странный круглый предмет под водой. Алекс запаниковал, когда увидел, что лапа собаки зацеплена за странный круглый предмет. Его гнев на себя быстро сменился жгучей болью, когда он, расправляясь с ледяными водами, пытался вытащить ее. Состояние собаки становилось все более критическим, и он понимал, что времени совсем немного. Он снова попробовал к ней обратиться. «Успокойся, я помогу». Но ее крики окружали его, создавая атмосферу безысходности. Собака плавала вокруг, ее силы иссякали, и он сконцентрировался на том, чтобы как можно быстрее помочь ей вырвать лапу из оков холода. Поднявшись чуть выше, он с силой вытянул предмет из воды и почувствовал, как он ускользает от его рук. «Не может быть!» – закричал он, когда увидел, как часть ее лапы натерта до крови. Боль обожгла его, но он не мог остановиться. Его сердце распирало, обжигая каждую частичку его существования. Когда собака выскользнула из замерзающей воды и выбежала на берег, ее глаза, полные страха и надежды, встретились с его. Алекс быстро выбрался на ледяную поверхность, ее силовой порыв оставил его без света. Собака, кричащая от боли, помчалась по берегу к ближайшему кусту, и Алекс, ощущая нужду в ее спасении, ринулся за ней. Все изменилось. Теперь он осознал, что имел дело с чем-то гораздо большим, чем просто упавшая в лед собака. Достигнув своего автомобиля, он, не колеблясь, открыл заднюю дверь и бережно положил собаку на заднее сиденье, накрыв ее старым одеялом. «Держись, дружок, мы выберемся», — шептал он, перебарывая страх ненадолго. Включив двигатель, он помчался к ветеринару, его сердце колотилось. Ветеринарная клиника находилась на другом конце города, и сейчас, когда буря разразилась вокруг, ему нужно было добраться туда как можно быстрее. Проехав по ухабистым, занесенным снегом улицам, Алекс боролся с мыслями о бедном животном. Он вспомнил, как играл со своей собакой в парке, как ловил ее, когда она мчалась за мячиком. Разве это был тот же самый Бадди? То, что с ней происходит сейчас, ужасало его. И с каждой проезжаемой милей его сердце погружалось в ностальгические воспоминания о более счастливых днях. Наконец, он увидел вывеску ветеринарной клиники
и почувствовал, как страх на мгновение отступает, уступая место надежде. Он вскочил из машины и, поддерживая собаку на руках, ринулся к двери. Внутри ветеринар, человек с доброй душой, внимательно посмотрел на Алекса и быстро принял их. Увидев собаку, его лицо вытянулось от тревоги. «Боже мой, что с ней произошло?» – воскликнул ветеринар. Алекс, едва дыша от волнения, стал рассказывать свою историю, пока ветеринар осматривал Бадди. «Я нашел ее на льду, она не могла выбраться», – спешил он, чувствуя, как его голос дрожит от паники. Ветеринар завершил осмотр и сказал: «Нам нужно ее прооперировать. Потерпите, я сделаю все, что в силах». Алекс стоял в ожидании. Сердце его колотилось, словно змея, заползающая к нему в рот. Он не знал, сколько времени прошло, но каждый миг тянулся как вечность. Он ощущал, как гнев и беспокойство сливались в одно целое. Когда ветеринар вышел, Алекс спросил: «Как она?» Ответ ветеринара не обнадежил. «Сложности есть, но мы сделаем все возможное. Найдите немного терпения». Прошло еще несколько часов в ожидании, и Алекс ощутил, как мрак охватывает его. Он не мог оставить мысли о собаке. В его голове все чаще возникал вопрос: как же это могло случиться? Почему никто не следил за ней? Он вспомнил, как игриво Бадди кружила вокруг него в парке, ловила листья и вела себя более счастливо, чем кто-либо другой. Внезапно он почувствовал, что его сердце замерло от безнадежности. После долгожданного ожидания ветеринар вернулся. «Операция прошла успешно. У Бадди все в порядке», – произнес ветеринар с улыбкой. Алекс выдохнул с облегчением. Он мог снова видеть свою собаку. Наконец он вошел в клинику, и ветеринар положил ему Бадди на руки. Собака, хоть и ослабевшая, радостно повиляла хвостом, и Алекс почувствовал, как его сердце наполняется любовью. Это было настоящим чудом. Он прижал ее к себе, шепча слова успокоения и любви. Внутреннее облегчение заполнило его. Несмотря на радостные эмоции, в голове у него все еще прокручивались мысли о том, что произошло с Бадди. С течением времени Алекс собрался с духом и, выйдя из клиники, понял, что это был не конец их истории, а лишь начало новой главы. Они должны были понять причину, по которой они оказались в этой ситуации, и сделать все необходимое, чтобы подобное никогда не повторилось. Алекс решил узнать больше о том, что могло привести к несчастному случаю. Задумываясь о происшествии, пришел к выводу, что он нуждается в знаниях о человеческой ответственности к животным. Он стал активно исследовать информацию о домашних любимцах, о правилах их содержания и о том, как предотвратить несчастные случаи. Вскоре он натолкнулся на группу волонтеров, которые занимались спасением и защитой животных. Эта организация относилась к поддержанию контроля над бездомными собаками, помогая их пристройству и обеспечивая надлежащий уход. Узнав об этом, Алекс понял, что у него есть возможность внести свой вклад в это доброе дело. Алекс стал проводить свободное время в приюте, изучая, как работают волонтеры, помогая им заботиться о животных и вносить изменения в их жизни. Он встретил множество людей, которые также были преданы делу защиты животных, и это вдохновляло его. Каждый новый день в приюте становился для него настоящим праздником, полным радости, дружбы и любви к животным. С каждым шагом, который он делал, становясь частью команды волонтеров, его жизнь менялась к лучшему. Он приобрел новые навыки, например, как правильно ухаживать за животными, как справляться с их страхами и как помогать им адаптироваться к новой жизни. Бадди всегда была с ним рядом, и ее присутствие поддерживало его, когда скука настигала его подчас даже в самых ярких моментах. Однако Алекс понял, что эта работа не просто забота о животных, но также и просвещение общества о том, как важно заботиться о питомцах. Он начал проводить лекции и мастер-классы для людей,
чтобы помочь им лучше понять своих домашних любимцев. Создайте безопасную среду для ваших собак, и они вас отблагодарят», — говорил он, чувствуя, что это послание должно стать важной частью их общего опыта. Однажды, проводя очередное занятие, он столкнулся с молодой женщиной по имени Лина. Она также была предана делу защиты животных и была полна влюбленности и знаний о заброшенных собаках. Они начали общаться и обмениваться идеями, разделяя свои мечты о том, как изменить мир для животных к лучшему. Любовь к животным сплотила их, и вскоре они стали не только товарищами по волонтерству, но и хорошими друзьями. Лина пришла ко многим идеям. Они вместе организовали благотворительный вечер, целью которого было собрать средства на помощь бездомным животным. Вечер был наполнен музыкой и радостью, и многие уважаемые люди в городе пришли поддержать их инициативу. Алекс с Линой выступали перед толпой, рассказывая свои истории о Бадди и других животных, которые они встретили на своем пути. Так, Алекс и Лина разработали программы по отдыху для животных, организовывая мероприятия, на которых люди могли общаться с питомцами и находить их новый дом. Бадди, охотно участвовавшая в этих мероприятиях, стала настоящей звездой. Все восхищались ее преданностью и обаянием. Когда смех и радость заполнили место, они поняли, что эта задача была больше, чем просто спасение животных. Это было объединение общества. Алекс и Лина работали, не покладая рук, и их усилия не оставались незамеченными. Сообщество стало одним целым, начиная с заботы о бездомных животных и заканчивая приучением людей к тому, как обеспечить безопасность и заботу о своих питомцах. Тем временем, в ходе своих волонтерских усилий, Алекс не только помогал спасать жизни, но также начал понимать важность формирования сообщества, где каждая история имеет значение. Он стал свидетелем нарративов о бездомных собаках, и каждая из них вдохновляла его на новые поступки. Однажды он услышал историю о старом псе по имени Макс. Макс был заброшен, страдая от усталости, и теперь жил на улице. Алекс не мог оставить его в бедственном положении. Он обратился к Лине, и вместе они решили спасти Макса. Это было непросто, он был насторожен и не доверял никому. Алекс и Лина потратили недели, терпеливо кормя его, бережно проверяя, чтобы убедиться, что он в безопасности, прежде чем попытаться подойти к нему. Наконец, после бесконечных дней мольбы, Макс доверился. Он подошел к Алексу и лизнул его руку, и в тот момент мир изменился. С этого дня он стал частью их команды. Алекс и Лина усыновили его и дали ему новый шанс на жизнь. Бадди, понимая положительный пример, приняла Макса в свою семью, и с каждой неделей они становились неразлучными друзьями, исследующим мир вместе. История Макса стала символом их совместного труда. Она вдохновила множество людей, и Алекс, продолжая служить обществу, организовал платформу по защите животных, где все могли участвовать в спасении и усыновлении. Бадди стала талисманом этого проекта, ведь никто не мог устоять перед ее добротой и дружелюбием. Год спустя, когда они отмечали первую годовщину своего проекта, Алекс чувствовал гордость за то, чего они добились. Множество животных нашли свои новые дома, благодаря их усилиям, и в этот момент он понимал, что искреннее желание помогать стало их истинным призванием. Бадди и Макс были рядом, полные счастья и энергии, что враз наполнило его сердце радостью. Алекс и его друзья смотрели на новое поколение волонтеров, которое присоединилось к ним. Они знали, что их труд не напрасен, и продолжали работать над созданием идеального мира для заброшенных животных. Больше все не было только о спасении, они стали частью процесса обучения. Они были решительно настроены научить общество тому, как заботиться о своих питомцах и о том, что животные также нуждаются в любви и заботе. В конце концов, это стала не просто история
о спасении одной собаки на замерзшем озере. Это была история о том, как одно доброе действие привело к большему движению, когда дружба, любовь и сострадание стали ключевыми темами их жизни. Каждый новый шаг вместе с Бадди и Максом был свидетельством неверы и желанием изменить мир. И теперь, когда наступала весна, первая оттепель чувствовалась даже в их сердцах. Алекс с Бадди и Максом продолжали свои приключения, смело шагнув в будущее с большой надеждой и упорством. Мир теперь был наполнен светом, когда до них доходила новая сила – сила общей любви к жизни. Они понимали, что вместе они могут преодолеть любые преграды и создать лучшую реальность, в которой каждая жизнь, даже самая ничтожная, может обрести защиту и дом. Это стало их миссией – создавать пространство, где животные могут быть в безопасности, где каждый человек будет понимать ответственность за своих любимцев. В этой новой жизни, полной поддержки, доброты и понимания, они стремились идти вперед и строить будущее, в котором все создания будут ценны и любимы. Каждый шаг, который они делали, был шагом к светлому и безопасному будущему. Алекс знал, что они вместе смогут создать резервы заботы и любви, где ни одно животное не останется в беде. Бадди и Макс стали не просто компаньонами, а императорами доброты, объединяя сердца людей с различными историями и намерениями. Так что, несмотря на то, что история началась с ледяной воды и борьбы за жизнь, она превратилась в историю веры, надежды и великодушия. Это была жизнь, полная любви к животным, и их удивительное путешествие только начиналось. Теперь каждый день вместе было праздником с жизнью, полным благородными намерениями и великими целями. Алекс знал, что что-то хорошее всегда может произойти, если каждый поработает над этим и верит в лучшее. В конце концов, они создают мир, где любовь к жизни становится флагом, под которым они поднимаются вместе, как одно большое и сильное сердце, готовое к любым вызовам.